Сшитый из оленьих шкур чум иногда называют красным. Почему? Красный в советское время означал не просто красивый, а революционный, социалистический по содержанию. Таков смысл названия столицы Ненецкого автономного округа города Нарьян-Мара, в переводе с ненецкого «красный город». Идея создания красных чумов родилась в комитете Севера при ВЦИК. 5 сентября 1929 года в Оргкомиссию по созданию Ненецкого национального округа пришло письмо об организации передвижного чума, цель которого – лучшее экономическое и культурное обслуживание трудящихся женщин-националок. Красный чум был создан при каждом тундровом совете. Красночумовцы кочевали вместе с оленеводами и выполняли возложенные на них культурно-просветительские функции. В 1930-е годы они знакомили тундровиков с основами гигиены, ликвидировали неграмотность, оказывали ветеринарную и медицинскую помощь, издавали рукописную газету «Чумовку», вели большую политпросвет-работу. Первые работники красных чумов – это комсомольцы, ехавшие в тундру. Там свою педагогическую деятельность начала и ленинградка Елена Владимировна Саллак. В 1946-1954 годах подготовкой кадров для красных чумов занималась Нарьян-Марская культпросвет-школа, а затем педучилище. Одним из красночумовцев стал известный ненецкий поэт Алексей Ильич Печков. Антонина Канева в своей книге о красном чуме колхоза «Харп» отмечала, что в середине XX века она активно пользовалась в своей работе патефоном. В 1956 году кочевое население стало переходить на оседлый образ жизни и сменно-звеньевой выпас оленей. Тогда красные чумы были реорганизованы в культбригады. Но в 1975 году было построено здание Ненецкого окружкома КПСС из красного кирпича, и в народе его стали звать «Красный чум». Сегодня здесь размещается городская администрация. Она является центром жизни для нашего стойбища, города Нарьян-Мара. На рубеже 20-21 веков идея красных чумов нашла свое второе дыхание. Ежегодно организуемые Ассоциация Ненецкого народоества и красные чумы сегодня занимаются медицинским обследованием и лечением населения тундр Ненецкого автономного округа.